Дорогие друзья, Даша не спала, не доедала, а собирала для этой программы для меня вопросы. Правда, Даша? Да. Здравствуйте, Михаил. Я надеюсь, мне удастся вас хотя бы немножко удивить вопросами, потому что некоторые из них, скажем так, нетривиальны. Я предлагаю послушать первый. В основном мне вопросы присылали в мессенджеры уже в аудиоформате. Так что, знаете, работа моя была не столь утомительна в этот раз, но зато очень интересно. И первый вопрос. Второй Дашиной. Первый вопрос. Нам рассказывает девушка про то, как ее отношения длятся уже после завершения отношений. Добрый вечер, Михаил. У меня такой вопрос. После расставания с мужчиной, он был инициатором, стали скрываться нелицеприятные подробности его отношения ко мне. Он продолжал тесное и близкое общение с бывшей супругой, и не только по поводу детей, хотя скрывал это. Я не знала правды, старалась не ревновать к детям, отговаривала себя от таких эмоций. Теперь от обиды очень хочется раззвонить на каждом углу какой-то нечестный человек, рассказать его друзьям, как он со мной обошелся, объяснить общим знакомым. Хочется даже испортить ему машину или как-то еще навредить. Понимаю, что это не нужно и очень глупо. Как побороть такое желание мстить? Спасибо. О, вопрос непростой. Во-первых, почему надо держать в себе такое желание мстить? Разбил бы парню машину, рассказал бы друзьям, а главное, подружкам. Может быть, легче стало. Но если наша девушка считает, что это не конструктивная идея, тогда она может сказать себе: слава богу, что это произошло до того, как я вышла за него замуж, и мы родили 5 детей. Тогда было бы гораздо все хуже и тяжелее. У меня есть совет. У меня моя подруга одна, знает, что у нее бывший молодой человек очень суеверный, сделала куклу Вуду и положила ему на капот машины. А потом наблюдала за его страшными просто испугами. Как кукла Вуду ржала над этим парнем, да? Да. Когда он корчился. То есть она, в принципе, ничего не делала, но понаблюдала немножечко за этой реакцией. Вот, следующий вопрос про уверенность в себе, которая была потеряна после каких-то жизненных передряг. Вот как ее вернуть? Михаил, дело в том, что раньше я была очень уверенной в себе девушкой, и у меня все получалось. То есть у меня были деньги, у меня было внимание мужчин, я себя чувствовала на высоте. Но за последние годы все изменилось, и моя уверенность в себе покачнулась. И, соответственно, снизилось качество моей жизни, и я хотела бы узнать, как снова поверить в себя и свои силы. Вот бывает такое, что уверенность в себе была, врожденный человек, очень уверенный в себе, а потом вот раз и не может никак. Во-первых, как зовут нашу счастливицу? Я, к сожалению, не знаю. Второй вопрос. Она не объясняет, почему у нее пропала уверенность. Что произошло? Мне показалось, там прозвучала фраза: снизилось качество жизни. Нет, качество жизни у нее снизилось из-за чего-то. Может быть, из-за потери той же уверенности. Может быть, из-за потери работы, здоровья, мужа. К сожалению, чтобы на такой вопрос ответить, мне не хватает, как говорят писатели, мяса. Непонятно, что с ней произошло. Поэтому вот это все, что я скажу. Это тоже будем считать ответом. Хорошо, но а вот вопрос мой, который я задала: если человек был действительно уверенным в себе, это может вообще произойти такая потерянность? Или если врожденная есть уверенность, то ее никуда уже и не деть? Дело в том, друзья мои, что самые сильные и крепкие люди, бывает, ломаются. Почему? Потому что у уверенных людей есть тоже слабые места. Что такое слабое место? Это то, чем он дорожит. Например, для кого-то совершенно все равно там его внешность, да? Для другого человека не имеет значения ни карьера, ни деньги. Зато имеет значение его внешность. Или имеет значение его карьера, или имеет значение его физическая сила. А это еще от пола зависит, да, у мальчиков и у девочек разные приоритеты. То есть у каждого из нас есть что-то, что мы считаем сверхценным. Это может быть все, что угодно. И когда вдруг человек, например, теряет это, да, например, спортсмен, который вдруг теряет здоровье, получает травму, не может больше выступать. От уверенности не остается ничего, он ведет себя как инвалид, которому, я не знаю, 20 лет, и на этом все закончено. И он не знает, как жить дальше. Женщина-модель, которая вдруг подурнела, я не знаю, после чего что-то с ней произошло, может, роды, может, болезнь какая-то, да, и она также сидит и не понимает, как ей жить дальше,
Потому что все, что у нее было, что давало ей уверенность, ничего этого, в ее понимании не осталось. Поэтому, конечно, бывает ситуация, когда человек теряет уверенность. Я сегодня прочитал в интернете нереальную статью про покойного академика Сахарова. Мы же привыкли, что это ботан такой, да, который такой сутулый, в очках, с таким достаточно высоким голосом и так далее. На самом деле, это человек вообще из 60-х годов, который ничего не боялся, который, кстати, любил подраться, так, минуточку. Неожиданно. Любил повыпивать. Он же был защитником прав. Но он был нет, он драться любил физически. Например, у него была вот вторая жена, знаменитая Елена Боннер, с которой они вместе там тусили, бузили, конфликтовали с партийными органами. И кто-то из журналистов, Яковлев его была фамилия, ее любили обгадить, хотя это вообще кощунство, потому что Елена Боннер уж кто-кто, да? Она вообще ветеран Великой Отечественной войны, так, на минуточку. Прежде чем о ней гадости говорить, надо было вообще подумать. Выдающийся человек. Он нашел человека, просто его избил. Так, по-простому. Вот. И вот я думаю, вот он в себе был уверенный всегда. А вначале нет. А вначале он был такой, он вундеркинд, он там его взяли в 20 с чем-то лет уже работать над атомным оружием и так далее. 32 года он уже, по-моему, стал академиком. Вот есть такие люди. И ничего его не сломало. Вот он в ссылку попал, да? Вот был уверенным и умер уверенным. Вот и люди, которые... Почему я про него вспомнил, да? Люди, которые внутренне независимы, которые свою уверенность не черпают из обожания окружающих, это удел актеров, кстати. Они могут быть уверены только за счет того, что их все любят, да? Вот они могут сохранить свою уверенность всегда и никогда ее не потерять ни при каких обстоятельствах. Почему? Они вообще ни на что не ориентируются, кроме самого себя. А сам себя, как сказал известный писатель, любовь к себе – это роман, который длится всю жизнь. Поехали дальше. Следующий вопрос от мужчины, его зовут Алексей, и у него проблемы с разводом, с тем, как сказать об этом детям. Во-первых, хотелось бы ему посоветовать найти в архиве, послушать программу, которая была этому посвящена, и в том числе вот его вопрос сейчас. Добрый вечер, Михаил, меня зовут Алексей. Скажите, как максимально комфортно и без травм сообщить детям о разводе? По факту живем уже больше года раздельно, но официальная версия для детей, что папе из другой квартиры проще добираться на работу. Бывшая жена утверждает, что сообщение, если мы сообщим детям о разводе, это нанесет им непоправимый урон. И поэтому вот мы уже год играем в эту игру. Скажите, стоит ли вообще продолжать и как сообщить детям о разводе? Детям 6 и 8 лет. Спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Значит, придется сообщать, конечно. Потому что обман, он еще усугубляет детскую психотравму. К сожалению, без психотравмы обойтись здесь невозможно, потому что детский мир пошатнулся в связи с тем, что из каких-то соображений, что папе легче на работу добираться, они теперь живут уже без папы в доме. То есть какой-то их привычный мир уже начал шататься. А последнее, так сказать, что они могут сделать родители, и, к сожалению, должны сделать, сказать правду, это разрушит эту семейную идиллию. А сказать они должны вот что мы с мамой не будем теперь жить вместе, мы разошлись. И если родители не хотят углубляться, они не обязаны детям сообщать подробности. Они могут сказать, это, наше взрослое решение, мы не хотели бы с вами это обсуждать. Мы так решили. Далее. Мы вас любим. В вашей жизни ничего не меняется, в том смысле, что у вас были мама и папа, есть мама и папа. Живут они вместе или не живут, это вопрос их отношений. А то, что они так же к вам относятся, как и до этого, это уже другая история. Далее. Да, папа не живет с вами в одной квартире. Папа там не будет вас утром, не провожает вас в школу и так далее. Но папа будет вас забирать там, надо договориться как. Вы можете звонить ему 24 часа в сутки и общаться, и когда вам надо, он всегда к вам придет. И самое главное, что мама и папа должны это говорить вместе. Нельзя, чтобы это говорил кто-то один из родителей. Тогда дети видят, что, в принципе, по большому счету в жизни ничего не меняется. Родители их любят, и они им доступны, никто никуда не уезжает.
И более-не менее, конечно, им потребуется время, они успокаиваются. Вот примерно так выглядит объяснение родителей детям. Ну, знаете, есть такая шутка, что ваши дети всегда найдут, что рассказать своему психологу. Это к чему ты? Это к тому, что даже, это обычно говорят тем людям, которые излишне заморачиваются. Правда, это не тот случай, но тем не менее, что даже в очень благополучных семьях обязательно найдется что-нибудь развод, такое. Конечно, это никакая не благополучная семья. Но чем я могу еще утешить? Нас слушают миллионы людей. И эти миллионы должны знать, что и в Российской Федерации, и в Европе, не знаю, как в США, не знаю, как в странах Африки, и Ближнего и Дальнего Востока, 54 примерно процентов детей растут в неполных семьях. То есть мы имеем на сегодняшний день следующую картину. Большинство семей неполные. Большинство детей в мире, вот в том мире, который я описал, Россия, Европа, США, живут в семьях, как правило, без папы. Иногда без мамы, но чаще без папы. Не в том смысле, что они все умерли, родители, а в том смысле, что они не живут с детьми в одной квартире. И если так будет продолжаться, а это тенденция, потому что 100 лет назад такая цифра никому бы в голову не пришла, конечно, то, скорее всего, если институт брака никак не переформируется по-другому, да, а вот таким будет оставаться, моногамным, то, может быть, и 70-80% детей будут в неполных семьях. Прости, это будет данностью, даже никому рассказывать не надо будет. Дети так будут понимать, а вот у этого странная семья. Откуда-то папа взялся, нарисовался, почему-то он с ними живет. У них что, денег на жилье не хватает другое? Такое тоже может быть. Но пока мы живем еще мыслями о старом браке, где все-таки была полная семья. Но, друзья мои, если больше 50% семей неполные, это ведь уже статистика, это ведь уже о чем-то говорит. Как говорят народы Севера, тенденция, однако. На этой ноте мы переходим к следующему вопросу. Он очень сложный, в том числе вот для меня. Я немножко к нему присоединяюсь, потому что иногда кажусь себе дико злопамятной. Да, я рассказываю вам, почему Даша смотрит на меня, видит мое простое рабочее лицо и говорит: Михаил, вопрос будет сложный, но у вас, наверное, получится. Подбадриваю? Да. Просто я присоединяюсь к этому вопросу, меня тоже очень сильно он интересует. Вопрос о прощении. Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 38 лет, я из Москвы. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, каков механизм прощения в психологии и как научиться прощать в вашей системе? Спасибо. Хороший действительно вопрос. И моего мозга может не хватить, чтобы на такой простой вопрос ответить, Даша. Можно я его сделаю немножко более прозаичным? Вот представьте себе. Сделаю более простым и понятным для меня. Обидел меня мужчина. Я понимаю, что надо простить, ведь уже кончились отношения, время прошло, но я все равно очень сильно хочу, чтобы у него баня сгорела, корова умерла и все такое. Я очень не желаю ему каких-то таких неприятностей. Я понимаю, что это плохо, что это какое-то злопамятное состояние, что ничего хорошего мне это состояние не дарит, и что я не испытываю никакого счастья по этому поводу. И вряд ли испытаю, если у него что-то случится, хотя не факт. Но, тем не менее, непонятно, что должно случиться в моей жизни, чтобы я наконец-то отпустила эту ситуацию и перестала ему желать такого. Но по большому счету ты должна быть счастливой. Тогда тебя и так отпустят. Теперь очень правильно ты ставишь вопрос. Отпустить без этого простить невозможно. Когда человек перепрыгивает, то есть он ситуацию и человека не отпускает, а уже прощает, то он чистый мазохист, ведет себя как жертва и, в общем-то, наступает на горло собственной обиде. Что я хочу сказать, друзья мои? Что если вы сильная, незамороченная личность с достаточно сильным характером, независимая и самодостаточная, то у вас этот процесс отпускания и прощения пройдет гораздо быстрее. Потому что вы этого человека, который вот так вот сделал, вам больно, плохо, да, но можете воспринимать, как, я не знаю, комариный укус. Вот чем человек слабее, чем он обидчивее, тем ему будет тяжелее это сделать. Потому что, как говорится, я не то чтобы злой, да, я не злопамятный, просто злой, память у меня хорошая. Вот люди, которые злопамятные, которые не могут простить, они вообще имеют низкую самооценку, и они обидчивые. Но это как бы почти синоним, обидчивость и низкая самооценка. Им это гораздо тяжелее сделать. Но дело в том, что вот я сейчас вспоминаю какие-то
романтические американские комедии, да, где такой из фильма в фильм идет сюжет, что или она ему изменила, больше он ей изменил. Она первым делом пытается ему кулаком заехать в рыло. Она не пытается порыдать где-нибудь в углу. Или сказать, тихонечко пойти тоже изменить. Да, или изменить, или сказать, я прощаю тебя. Не. Первым делом она выкидывает чемодан ему на голову. Она пытается ему заехать прямо по зубам кулаком. А если она такая совсем субтильная, то стулом по голове. То есть ее гнев должен иметь выход. Понимаете, какое дело, друзья мои? Поэтому вы, если вот человек в себе уверенный, да, то вы это перешагнете и дальше пойдете. Если нет, то вам надо вот это испытать, сатисфакцию. Что типа, да, пусть там все сдохнут, машина сгорит, и у всех будет сибирская язва или ящер. Хорошо ли это? Нет. Но это как бы делает человеку жизнь легче. В одном из великих, не буду я такие эпитеты брать, в одном из хороших фильмов «7 психопатов», кто-то видел, может быть, как сценаристы ищут сюжеты про психопатов. Там такая сквозная тема, когда один из героев фильма, значит, у него убили там, по-моему, дочку, человек сел в тюрьму на всю жизнь, раскаялся, вышел и стал проповедовать христианские ценности. Он его не убивает. Он каждый день подходит к его к окну десятками лет, а он пытался себе уже перерезать горло, но его откачали. И такой огромный шрам на горле. Он так всеми достает бритву и показывает так раз себе по горлу. И так изо дня в день. Когда тот, который вышел из тюрьмы, смотрит в окно, он всегда видит, что под окном стоит человек, который демонстрирует это самоубийство. Чем кончается, знаешь? Нет, я забыла. Этот убийца берет бритву и режет себе горло. И тот отомщен. Вот. Но это шикарная комедия, очень рекомендую посмотреть. Она очень смешная, на самом деле, несмотря на такой сюжет. Поэтому прощение — дело непростое. Те люди, которые проповедовали прощение, я с двух знаю, это Толстой и Достоевский, близко не валялись с прощением. Имели тяжелейшие характеры, очень неоднозначно. Михаил, подождите, я просто обязана сюда вставить вопрос про Достоевского. Вы же просто практически... Мой любимый писатель. Экстрасенсорно сейчас предугадали. Спросили, Достоевского можно ли считать писателем-психологом? Ну, я бы сказал, больше психом, чем психологом. Вот, но он великий писатель. Ему при жизни знаменитое предложение «Стоял круглый стол овальной формы». И даже это не сделало его хуже писателем. Но, к сожалению, и психологи давно это заметили, что то, что люди проповедуют, у них там прямо самое слабое место. Достоевский, проповедующий боль мира за, там, я не знаю, счастье мира за слезинку ребенка. Толстой, проповедующий, извращенное патологическое прощение. Я помню один из рассказов Толстого, как собака, по-моему, охотничья, разорвала грудного ребенка крестьянки, а на прощенное воскресенье она пошла простить и целоваться с хозяином. Так вот, эти люди, которые просто в патологию вообще это прощение произвели, они были очень тяжелыми мизантропами, по большому счету. То есть людей они вообще не очень любили. То есть в теории Толстой вообще обожал всех. В реальной жизни его жена Софья Андреевна пыталась себя периодически ножницами колоть. Там семья вообще на ушах стояла от папы. С детьми он вообще не очень разговаривал, пока они не подрастут и так далее. Достоевский, там у него свои тараканы. Он срывал со своей жены украшения, там шарфы, платки, пытался все это загнать в казино. Он же был еще игроком маниакальным, как бы сейчас сказали, лудоманом. Но Достоевский, ему как-то многое может опроститься, он вообще психически больной человек. По-моему, это был или эписиндром, или буквально эпилепсия. Вот. Короче говоря, вот такое прощение, не дай бог. Сами они мало, я думаю, кого прощали в реальной жизни, имели тяжелый характер. Вот так все непросто в этой жизни. Вот и ответили про вопрос на Достоевского. Не, вот и ответили на вопрос про Достоевского. Да, но когда у меня была депрессия, я 4 раза перечитал «Братья Карамазовы». Ну, то есть это, правда, великий писатель. Но, как сказала Раневская, талант — это как прыщ на носу. Как-то ни с чем не обусловлен, ни с чем не связан. Толстого я не очень люблю. Нудный достаточно. Ну что, дальше поехали?
Да, мне, кстати, задали такой еще вопрос про психолога. Мне кажется, что он к вам адресован. Правда ли, что психологом часто становятся в попытках разобраться в себе и своих собственных проблемах? И удается ли это вообще, вот себя диагностировать как-то? Потому что я, кстати, на своей памяти тоже могу заметить нескольких девочек, моих ровесниц, которые пошли учиться в свое время, это было второе их образование, в попытке разобраться как раз в своих проблемах. Даша, здесь лишнее слово «часто». Всегда психологами становятся люди, которые, имеют проблемы, и, имеют потребность в них разобраться. И да, это помогает им решать свои проблемы параллельно с проблемами своих пациентов. Но обычно, я просто очень люблю ироничное кино, психологи в кино всегда выступают как такие совершенно неадекватные люди с кучей тараканов, как правило, больше, чем у их пациентов. Например, однажды, много лет назад, я хотел взять на работу психолога. И стал искать себе психолога. Сразу, друзья, могу сказать, сейчас не хочу, не звоните, не пишите, мне на работу никого не беру. Это было давно. И вдруг приходит женщина, психолог, может быть, хороший психолог, я не знаю, но она опоздала на 20 минут, и вместо «здравствуйте» она сказала следующее. Ну что, Михаил, на войне как на войне? Я понял, что я сейчас разговариваю реально с психологом. Разницы между психологом и пациентом практически никакой нету. То есть нормальное, да, такое приветствие? Она хотела, как я потом долго думая понял, сказать, почему она опоздала. Потому что она, видимо, на войне находится. Поэтому она опоздала на 20 минут. Но я ей на это сказал: до свидания, женщина. Притом это не в смысле психолог какой-то с улицы, да? Это уважаемый психолог, кандидат наук из какого-то даже лечебного психиатрического учреждения. Поэтому, да, психологи, как правило, люди с проблемами. Так хотелось бы уточнить все-таки, что она имела в виду, потому что не факт, что додуманное вами опоздание и объяснение этого опоздания — это то самое. Но я пытался самое здоровое объяснение найти. Между прочим, тоже человек, который спросил про Достоевского, у нас как раз остается последняя минута этого блока, спросил: Михаил, а вы счастливый сами человек? Да, с некоторых пор. Честности ради скажу, я не был счастливым из 56 лет 50. Это был такой вопрос, а не продаете ли вы ботинки, которые вам жмут просто? Да. Я анонсирую следующие два вопроса. Михаил, вот если честно, я очень долго ждала, когда же спросят про секс. Но только вот знаете, вас часто спрашивают, что делать, если остывают отношения, да, сексуальные, личные. А тут немножко другое. И это приятно, потому что, несмотря на то, что вопрос анонимный, но он просто нетривиальный. И вот вопрос. Михаил, как вы думаете, откуда берется пристрастие к мазохизму и садизму? Если я за собой замечаю, что обычный секс без боли и унижения кажется мне пресным, вопрос: как действовать в такой ситуации? Правильно, как действовать? Найти просто такого же немножечко сумасшедшего, помешанного на этом же, или все-таки уже лечиться? Прямо не в бровь, а в глаз. Есть два варианта. Первый вариант — найти себе такого же. И второй вариант — все-таки решить проблему с мазохизмом. Почему? Дело в том, что нет такой истории, при которой это локально, то есть ваш мазохизм, психология жертвы, да, желание причинить себе боль существует только в сексуальном мире, а в вертикальном положении вы прямо мачо. Так тоже не бывает. Это люди, которые подвергались любому насилию в детстве, как физическому, как правило, так и моральному, которых унижали, обижали, оскорбляли и причиняли им буквально боль. И они поэтому сформированы как жертва, которая испытывает определенную потребность в этих садомазохистических отношениях. При этом партнер должен быть, соответственно, садистом. Здравствуйте, родители. И ничего хорошего в этом нету, потому что удовольствие через страдания, такая мазохистическая история, что называется, на любителя. Поэтому, если меня как психолога спросить, я, конечно, предложу все-таки эту проблему решать. Хотя в процессе решения проблемы вы можете вполне найти себе партнера, который, соответствует вашему запросу, а так как у него садистические наклонности, то вы будете соответствовать его запросу. Но в результате все-таки вылечится, и ничего хорошего в этом нету, прямо скажем. То есть бывали такие случаи, когда человек полностью избавлялся от таких? Конечно.
Потому что редко, когда это, как я уже сказал, существует только проявление в постели. Обычно, это такой человек, такой мазохист. Угу. Это вот что касается мазохизма, то есть отсюда берутся корни, там, детство, тоже какие-то ущемления. Да, просто так люди не испытывают удовольствия от того, что им причиняет боль в постели. А садизм? Садизм, тут такая история. Любая агрессия, садизм это тоже проявление агрессии, да? Она влечет за собой два последствия. Агрессия, скажем, родителей по отношению к детям. Это зависит от психотипа самого ребенка, родителей, там сложная система. Короче, если ребенок с так называемым слабым психотипом, то за счет подавления из него вырастает жертва вот с этими мазохистическими наклонностями. А вот если он крепкий парень или девчонка, да, с характером, то очень может быть, что его не подавили, а разбудили в нем агрессора. То есть вот это постоянное давление, подавление, постоянное унижение, наоборот, его ожесточили. То есть он оказался крепким, неважно, ему 5 лет, 7 лет, крепким. Он выжил и как раз стал садистом. Но и мазохист, и садист, как правило, всегда имеют одно происхождение. Это жертвы, агрессия со стороны других людей. Как правило, взрослых. Вот мы ответили на этот вопрос. А следующий такой. Последнее время очень сильно напрягает излишний контроль партнера. В частности, он постоянно спрашивает: о чем ты думаешь? Вы знаете, такой бывает вопрос, когда ты сидишь, смотришь куда-то вот в сторону, да, и тебя друг, там, партнер, не знаю, тебя вынимает из твоих мыслей: о чем ты думаешь, о чем ты задумалась? И тут точно так же девушка пишет: о чем ты думаешь, а сейчас ты о чем задумалась? И так далее. И я ничего не скрываю, просто сложно каждый раз останавливать поток своих мыслей и рассказывать. И обидеть тоже не хочется, потому что я осознаю, что это интерес ко мне, и это вроде как забота. Вроде как, наверное, ключевое слово. Что это на самом деле? Да, в этом вопрос. На самом деле попытка все-таки контролировать человека. Так как партнер очень часто бывает тревожный, не в себе не очень уверенный, и к тому же не очень уверенный в том, как вы к нему относитесь, то он за счет того, что задает эти вопросы, да, он пытается контролировать вас, чтобы он был всегда в курсе и руку держал на пульсе. Как правильно ему сказать об этом? Ему как правильно сказать? В последнее время я думаю о том, что когда я начинаю о чем-то думать, появляется какой-то дебил, который начинает доставать меня своими тупыми вопросами, о чем я сейчас думаю. Как меня это все достало. Шучу. Но сказать, что мне не нравится, что когда я думаю, мое спокойствие должно быть прервано вот этим вопросом. Потому что ничего нового мне сказать нечего. Думаю я ни о чем. Если бы я хотела, я бы сказала, о чем я думаю. Вообще, когда человек ходит в задумчивость, иногда, кстати, я тоже за собой это могу заметить, что если человек как бы он не с тобой, да, то причина вот в этом именно, что типа сюда иди, да, ты сейчас о чем? Так-то не говоришь, ты так типа издалека, типа о чем ты сейчас думаешь? Почему тебе не нравится, что он как бы выключился из общения? Он как бы сам в себе, и тебя это напрягает. Вот поэтому ты и спрашиваешь. Угу. Я в начале программы обещала попробовать вас удивить вопросом, хотя это сложно. И вот следующий даже после вопрос. Садо-Мазо еще более удивительный вопрос. Он, может быть, не такой пикантный, но он просто необычный. Я его так назвала: итальянский вопрос. Здравствуйте, меня зовут Мария, и, Михаил, у меня сложилась подобная ситуация. Мой молодой человек бросил меня и ушел к девушке из Италии, пока она была по работе в России. Потом, когда она уехала, мы снова сошлись. Но вскоре итальянка вернулась вновь, и мой уже нынешний к тому времени молодой человек снова меня бросил. Сейчас мы общаемся с ним как друзья, поскольку работаем вместе, а у меня же появилась ярая антипатия к Италии. Я ненавижу все итальянское и итальянцев, и когда кто-то из моих друзей посещает эту страну, то мне кажется, что они тоже меня предали. Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации и как поступать с этой нелюбовью? Спасибо за ответ. О, какой вопрос-то прямо интересный, Даша. Не каждый, да, программы задают что-то подобное. Хорошо, она могла быть из Японии, другая из Франции, третья из Бангладеш. И круг вокруг тебя сужается. Да, ехать просто некуда. Что я хочу сказать? Когда я был молодой, я тоже ревновал вот по таким же примерно поводам. Там, правда,
были девушки, которые смотрели... Ну, туда весь Советский Союз смотрел за границей. Весь. Я даже помню, когда я пришел в гости к двум нереально красивым девчонкам, мне было лет 18, наверное. Я был вообще пустое место. Почему? У них на столе стоял югославский коньяк, который не продавался в магазинах. Я говорю, а что, откуда дровишки? И тут выяснилось, что они дерутся за югослава, реального живого, с целью покинуть СССР, выйдя замуж. И я обратил внимание, что такие простые советские парни, как я, им вообще тут ловить нечего. Если есть югославский парень. Да даже если есть болгарский парень, даже если есть румынский парень или венгерский парень, если есть польский или чешский, то тебе тут просто ты здесь лишний. Потому что большинство молодежи, я из Москвы, я не знаю как, хотели отсюда валить любой ценой. И для них вот эти вот иностранцы, это вообще была мечта. Поэтому, видимо, отголоски остались. Поэтому парень нашей девушки, когда я увидел итальянку, все, поплыл, пропал парень для русской женщины. Что я хочу сказать? После того, что он один раз, как она выражается, бросил ее, не надо было продолжать отношения. Она же сама что делает? Он ее бросает. Понятно, что, это вообще не вариант, да? То есть там вообще ловить нечего. Но как только итальянка уезжает, она с ним обратно сходится, чтобы когда она обратно возвращается, итальянка, окончательно укрепиться в нелюбви к Италии, которая вообще ни при чем. Поэтому я хочу посоветовать девушке, это ее, так сказать, право не ездить, не любить. Правда, не надо считать предателями тех, кто туда ездит, потому что они не для того, чтобы ей нагадить, туда ездят. Но если тебя один раз бросают, куда ты лезешь второй раз? Зачем? А что должно было измениться? Она уехала, он вернулся. Она приехала, он опять ушел. Так она это уже проходила один раз. Поэтому надо я не знаю, какое-то самоуважение, может быть, иметь, и не продолжать общаться с людьми, которые тебя, по ее выражению, уже один раз предали. А вот у меня есть несколько знакомых, которые расставались, потом сходились, но почему-то именно их ситуация оказалась не плачевной, это неплохой конец. То есть они что-то там для себя поняли, сошли. Правда, это единичный случай. Ты же не говоришь, почему они расстались, правильно? Это-то рассталось не потому, что они с характерами сошлись, потому что импортная девчонка замаячила. Тут вы расстались. Как писал Сергей Михалков, что наша хайт и бронят, а сало русское едят. Поехали дальше. Вопрос следующий обычно задают девушки, а тут неожиданно раз, и молодой человек прислал такой. Что делать, если мне кажется, что я хочу на новый этап отношений с девушкой, а она пока не готова? Что можно сделать, если ты хочешь, а другой человек не хочет? Правильный ответ – ничего. Потому что если девушка не готова, то она дает понять, что она к этому еще не готова. И у тебя есть всегда два варианта. Или принять ее выбор, или найти себе другую девушку. Я знала, что будет так коротко и категорично, но все-таки вставила этот вопрос, потому что необычно, что задал его молодой человек. Да. Аудиовопрос следующий. Как наладить отношения с ребенком мужа? Я поясню, в данной ситуации ребенок не вместе, а это ребенок от первого брака. Он живет отдельно с матерью, но периодически, естественно, происходит общение. Здравствуйте. Что делать, если я чувствую, что мой мужчина очень привязан к ребенку от первого брака? Как правильно наладить контакт с девочкой-дошкольницей и стоит ли вообще? Во-первых, меня поражает постановка вопроса. Что делать, если мой мужчина сильно привязан к ребенку от первого брака? Это что, такая проблема, что он привязан? То есть, если бы она сказала, я такая счастливая, мой мужчина вообще ненавидит ребенка от первого брака. Даже вопрос не знает, какой задать. Мне больше ничего от жизни не надо. Не любит он ребенка от первого. Что за бред вообще? Это что, плохо, что ли, мужчина привязан к ребенку от первого брака? Почему нужно с этим что-то делать? Это мой второй вопрос. Даша, как ты это понимаешь? Почему она спрашивает, что мне делать, если он привязан? Она хочет какой-то наладить контакт сама с ребенком, чтобы, видимо... Я считаю, ничего не надо налаживать. Все должно естественным путем быть. Значит, а как это происходит во всем цивилизованном мире? Во всем цивилизованном мире дети являются сами по себе ценностью. Их тупо любят.
Это вообще тема для огромной передачи. Значит, в России есть такая поговорка. Чтобы качать нефть, 140 миллионов человек не нужно. Поэтому дети в России ценностью в принципе не являются. Они являются обузой бюджета. Их надо кормить, поить, учить и так далее. Они не профильный актив. Нефть они не качают, поэтому на них только одни расходы. Во всем мире каждый гражданин страны переносит какой-то продукт в бюджет страны. То есть ценность ребенка определяется тем, что этот ребенок, это человек, который завтра будет, приносить что-то этой стране. У нас такое тоже бывает, знаете, когда война. Когда война, резко возрастает ценность детей, людей вообще, потому что надо кем-то воевать. А в мирное время у нас реально народа просто, не буду это выражение, да, неприличное. Короче говоря, дети не являются ценностью. Это видно в детских учреждениях, поликлиниках, магазинах, как у нас к детям относятся. Так вот, в нормальном обществе, где дети, это не просто человек маленький, да, это гражданин страны, в котором у страны есть смысл. То есть этот человек, который завтра принесет свой рубль трудовой в это государство, будучи работой. Потому что не все имеют государство нефть и газ, вы в курсе, да? Некоторые просто реально работают, зарабатывают. Так как японцы, например, да и многие европейцы. Так вот, когда есть такое отношение к детям, то есть их просто любят, да? Не надо ничего специально делать. Приходит ребенок, его уже любят, к нему уже хорошо относятся. С ним разговор, как у тебя дела, что у тебя в школе, что ты ходишь на обед и так далее. И вот они отношения сами налаживаются за счет изначально позитивного отношения к детям. У нас по-разному. У нас могут не принять ребенка, может ревность какая-то быть, да? А что ты здесь не у себя дома сказать? Что ты холодильник открываешь в чужом доме? Что ты не спрашиваешь, можно взять или нельзя? Тебя что, не учили? Что ты локти на стол ставишь? У нас и так можно. Поэтому приходится спрашивать, а что делать? Специально, я думаю, делать ничего не надо. Я немножко уточню этот вопрос. Просто бывает, что вот эти милые, обаятельные дети, они изначально, знаете, как агрессивно настроены к новой пассии своих родителей. Я больше скажу, это, знаешь, это особенно касается подростков. То есть ты такой говоришь: «Привет, Мишенька», а он тебе сразу ногой прям в лодыжку говорит. Да. Ну вот, что говорит, не буду цитировать. А поэтому не надо специально себя никак вести. Надо вести себя естественно. Дали ногой в лодыжку, вырази свою, оценку, вырази свои отношения. В конце концов, твой парень, пусть с ним поговорит. То есть здесь сюсюкать не надо. Дети это, кстати, чувствуют, что с ними хотят подружиться, задобрить хотят. Почему? Ребенок нафиг не нужен, при этом нужен его отец. Чтобы мне найти путь к твоему папе, мне нужно: иди сюда, мой мальчик, с тобой подружиться, а то папа меня сейчас кинет. Вот что знает ребенок. Он видит это. А когда ты ведешь себя независимо, ребенок тебе гораздо больше проникнется любовью и уважением, потому что видит, что тебя на кривой козе, не объедешь. Угу. Еще один аудиовопрос. Я, кстати, заметила еще до этого на предыдущих программах, что вас очень часто спрашивают про смерть родителей. Но тут все-таки немного не об этом вопрос, а скорее как помочь, если это проблема близкого тебе человека. Добрый вечер, Михаил. Раскройте, пожалуйста, тему травм, полученных в результате потери родителей в раннем детстве. Или не в очень раннем, в детстве и в юности. У меня в жизни есть важный человек, с которым это произошло. Сначала он потерял мать, потом отца из-за проблем с их здоровьем. И в результате это оставило большой отпечаток на его психике или психологии, потому что иногда он имеет тенденцию мыслить как-то немного обиженно на жизнь, не позитивно. И мне хочется ему помочь стать сильнее, позитивнее. Вы не могли бы раскрыть эту тему и дать какие-то советы, как я могу ему помочь? Как я могу его поддержать? Потому что жалеть не хочется. Хочется, наоборот, приободрить и дать ему силу. Спасибо. Хороший вопрос. Тяжелый вопрос, непростой. Девушка, в принципе, в том, что она сказала, уже дала ответ. Она может помочь только поддержкой. А вот как сказывается потеря родителей на человеке, серьезно сказывается. Дело в том, что надо понимать, что происходит с ребенком, когда у него нет мамы и папы, да?
он попадает, как правило, в какую-то приемную семью, каким-то родственникам. Это уже огромная психотравма. Его вынимает из его привычной жизни. Во-первых, пережить, что там мамы никогда не будет. Дети, они же как животные привязаны к маме, особенно там до 3-5 лет. Потом, когда они старше становятся, они привязаны не меньше, но они еще и соображают. Потому что этого-то можно докормить разговорами: мама на небе тебя смотрит. А подростку тоже нельзя, он понимает, что никогда больше не будет мамы. Еще и папа потом. Ты мальчик тем более. Вот. Это огромная травма, и я считаю, что после такой ситуации ребенок обязательно должен ходить к психологу на реабилитацию. Для того, чтобы вот не было того, о чем спрашивает наша девушка. Чем она ему может помочь? По большому счету ничем. Мама она ему заменить не может. Посоветовать пойти к специалисту, может быть? Да, ему надо 100% идти к психологу. И, видимо, он не ходил никогда и пережил это все сам. Насколько ребенок может пережить. Есть смысл этот вопрос решить. Почему? Дело не только в смерти, что ребенок лишается вот этой каменной стены, за которой он себя чувствует ребенком. А у него жизнь другая. Он не в себя дома, как правило, живет. Он живет по родственникам, по своим и так далее. Вот, например, Мерлин Монро лишилась родителей. Ну так, мать у нее не умерла, а в психушку попала. Отца и раньше не было. Она выросла вообще сумасшедшей шизофренией. Она жила у родственников по детским домам и так далее. Все детство. Но она вышла совершенно сумасшедшим человеком. Очень больным на всю голову. Это все бесследно не проходит. Угу. Михаил, мне было очень приятно с вами сегодня здесь. А мне-то как, Даша, было приятно. С удовольствием буду собирать для вас материал еще. Спасибо тебе большое. Мужа не пьющих, детей побольше.